Всем привет! Сегодня готовим очень вкусные песочные пирожные родом из нашего детства. Они были, наверное, самые любимые. Их всегда на переменках в школе раскупали первыми. Посмотрите только, какая красота получилась. Здесь слои нежного песочного теста, которое пропиталось джемом. Как здорово! Вы знаете, для меня эти пирожные – это просто настоящее наслаждение. Я буду их есть и наслаждаться их вкусом и приятными воспоминаниями. Обязательно приготовьте и попробуйте. Они еще лучше, чем в детстве. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для того, чтобы приготовить эти замечательные пирожные, мне понадобится примерно 500 граммов муки. Муки, конечно, может идти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 180 граммов сахарной пудры. Можно использовать мелкий сахар. 250 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. 10 граммов разрыхлителя для теста. 2 яйца. Пол чайной ложки соли. 1 чайная ложка экстракта ванили. И для наших пирожных понадобится вкусный джем. Я буду использовать абрикосовый джем. Здесь у меня 400 граммов джема. Можно использовать любой джем, какой у вас есть. Яблочный, сливовый, клубничный. В общем, все, что вы хотите. Приготовим тесто. В миску отправляю мягкое сливочное масло. Добавляю соль и сахарную пудру. И хорошо все взбиваю миксером. Взбиваем масло с сахарной пудрой примерно пару минут, чтобы масло побелело и стало более пышным. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и по одному буду добавлять 2 яйца. Сначала первое яйцо и хорошо перемешиваю. Добавляю второе яйцо и снова хорошо перемешиваю. Сейчас в тесто я буду просеивать муку. Просеиваю сначала часть муки, добавляю разрыхлитель для теста. Замешиваю тесто лопаткой. Это тесто не любит долгого вымешивания, поэтому просто все очень быстро соединяем с мукой. Теперь лопатку я убираю, дальше тесто я буду замешивать рукой. Просеиваю в тесто оставшуюся муку и хорошо вымешиваю. Тесто должно получиться нежным, мягким, но вместе с тем не прилипающим к рукам. И как я уже сказала, это тесто не любит долгого замешивания, поэтому соединяем все достаточно быстро. Тесто у меня еще немного липковато, поэтому я добавлю немного муки. Итак, посмотрите, какое тесто получилось. Оно очень нежное, мягкое, совершенно не прилипающее к рукам. Я добавила в мое тесто примерно 25 граммов муки. Я буду выпекать 2 коржа, так как у меня духовка не очень большая. Если у вас духовка побольше, можно сразу выпекать 1 корж, а затем разрезать его пополам. У меня здесь противень размером 25 на 30 сантиметров. По размеру противня я вырезала пергаментную бумагу. Раскатывать тесто я буду на пергаментной бумаге. Сейчас сюда выложу половину теста. Я разделила тесто при помощи весов. Это у меня ровно половина. Вот у меня еще одна такая же половина теста. Для того, чтобы тесто не прилипало и не пользоваться дополнительно мукой, я буду раскатывать его при помощи обычного пакетика. Сверху кладу пакетик и раскатываю тесто по размеру моего пергамента. Ровным слоем. Я буду чуть-чуть не доходить до края, чтобы было удобно выложить потом тесто на противень. Края теста слегка подравниваю скребочком. Итак, я раскатала первый пласт теста
Идеально ровных краев добиваться абсолютно не надо, так как тесто мы потом все равно еще будем обрезать. Толщина пласта у меня получилась где-то миллиметров 6-7. Аккуратненько переношу тесто на противень. И сейчас мой первый корж отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 10-15 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Корж не надо сильно зарумянивать, только слегка. И пока выпекается мой первый корж, я точно таким же образом раскатываю второй. Первый корж у меня уже готов. Выпекался он ровно 12 минут. Я его слегка только подрумянила. Аккуратно перетаскиваю корж на доску, чтобы он остывал. С этими коржами нужно действовать очень аккуратно, потому что они достаточно хрупкие. И сразу же перетаскиваю на противень второй пласт теста и отправляю выпекаться. Пока корж горячий, лучше подровнять у него края. Я слегка обрезаю. Вот эти вот обрезочки мы будем использовать для крошки. Второй корж у меня уже испекся, и я точно так же его обрежу по размерам первого коржа. И сейчас все очень просто. Коржи надо промазать джемом. Выкладываю половину джема на первый корж. Хорошо распределяю ровным слоем. Наверх аккуратно укладываю второй корж. Смазываю поверхность коржа оставшимся джемом. Из обрезков, оставшихся от коржей, делаем крошку. Посыпаю сверху крошкой. Я вообще помню из детства эти пирожные. Они такие вкуснючие, мои любимые. Еще очень любила лимонные пирожные. Но эти были одни из самых вкусных. Итак, у нас все готово, но впереди осталось самое сложное – дождаться, когда коржи немного пропитаются. Дайте им постоять хотя бы часов 5, и тогда эти пирожные будут самые вкусные. У меня прошло несколько часов. Интересно, у вас получилось дождаться 5-6 часов, когда коржи полностью пропитаются? У меня нет. Пишите в комментариях. Сейчас все разрежем на пирожные. Аккуратненько разрезаю. Я перед тем, как нарезать пирожные, сделала себе небольшие пометочки. И давайте посмотрим, какие пирожные получились. Вы видите? Очень здорово. И, конечно, я сейчас попробую. Это замечательное пирожное. Я вообще в детстве их просто обожала. По-настоящему это еще вкуснее, чем я помню. Вкус просто великолепный. Очень нежные, коржи песочные. Они очень хорошо пропитались джемом. И, конечно, у меня здесь очень вкусный джем, абрикосовый. Выбирайте вкусный джем, тогда и пирожные будут очень вкусные. Обязательно приготовьте и всех угостите. Все вспомнят свое детство, а кто не ел в детстве эти пирожные, попробует сейчас. Я уверена, все будут в восторге. Обязательно готовьте. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Языков «Позитивная кухня». Всем пока!